Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим, что же произойдет в вашей жизни с минуты на минуту. Как всегда, настраиваемся на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, смотрим, что сейчас в вашей жизни происходит, с кем резонирует этот расклад. Ну чего же вам так грустно-то, а? Вот знаете, такое ощущение, что вы вот себя похоронили в личной жизни. Вот как будто вы на личной жизни просто поставили крест. Вот такая ситуация, что, знаете, вот не хочу никого и ничего, сижу депрессую. Вот как-то вроде бы и общаюсь с людьми, ну такая апатия вселенская просто. Приглашают куда-то поехать, особо не хочу, да, вот рыбалки, охота, там еще куда-то. Так, хотя в вашей жизни, я вам скажу, искушения есть. Вот, знаете, вас могут приглашать, и женщины, возможно, да, вот как-то вот симпатию к вам проявляют, да. Вы, в принципе, вы женщинам нравитесь, просто не все могут подойти к вам познакомиться, да, некоторые даже по интернету боятся смайлик прислать, женщины тоже есть такие. Вы очень человек такой сомневающийся, вы 100 раз все взвесите, все обдумаете, но в то же время вы нацелены на семью. Вот в семье у вас был дьявол, у нас выпал, да? Вот в семье у вас было, скорее всего, предательство. И после этого предательства вы стали такой вот, знаете, вот не подходи, убью взглядом, что называется. Вы очень такой активный. Вы, знаете, вот такой вот, ну, руководитель из вас неплохой был бы, да, вот вы умеете как-то вот решать проблемы, вы очень быстро находите вот разные варианты, может быть, решения проблем, да, вы умеете зарабатывать деньги, но в то же время вот вы какой-то вот, ну, сомневающийся, да, может быть, в чем-то даже робкий, да, вот такой человек. Личная жизнь однозначно, сейчас вы от нее отгородились, отсторонились, потому что вы считаете, что женщины все меркантильные. Женщины будут вас использовать, поэтому, ну, у кого, может быть, и есть там одноразовые, но чисто для физиологии, да, вот поэтому для серьезных отношений вы пока держите вот оборону, да. Так, что же у вас произойдет, давайте-ка посмотрим. Так, у вас происходят судьбоносные перемены, я вам скажу. Вот у вас в жизни будет очень много шансов, причем шансов это касается и денежных, и шансы устроить личную жизнь. Вот как-то, знаете, вы такое ощущение, что вы не видите вот эти шансы. Вот судьба вам дает, да, вот даже тоже знакомство может быть с женщиной какой-то, да, вот посылает вам какую-то женщину, вы где-то там, может быть, в автобусе рядом едете, но вы этим шансом не пользуетесь. То есть у вас очень много, да, вы могли бы и работу поменять. Вот у некоторых из вас может проигрываться, что вы могли бы и больше зарабатывать, вы могли бы и больше денег получать, да, вот как-то, ну вот, то ли вы такой неуверенный в себе, да, вот как-то вы робеете, вы, ну, может быть, нерешительный, да, с одной стороны, вы можете вот на работе, да, вроде бы вы решаете, вы такой мужик, да, вот, а с другой стороны, вы как-то вот периодами робеете, не знаете, что сделать, что лучше выбрать, да. Финансовая стабильность, в принципе, у вас будет. У кого сейчас кризис с деньгами, да, потому что трат у вас довольно много, я вижу, денежных. Ситуация стабилизируется, но опять же получится, что, знаете, вы, может быть, получите деньги и тут же их потратите. Потому как-то, знаете, вот разложите их, может быть, отложите там на всякий случай, чтобы у вас какая-то заначка была, потому что с деньгами может быть печалька, если вы не отложите. Вы их просто растратите и туда, и сюда, да, там тем более праздники идут, ну, очень большие, я смотрю, у вас будут траты, поэтому печалька с деньгами может проигрываться. Так, дальше, что еще? Может быть, знаете, у вас
Кому-то отдадут долг, денежку кто-то получит, да, вот в ближайшее время, либо зарплата, либо же премия, вот, ну, какие-то денежные поступления. Пусть это будут не такие большие, но все-таки деньги будут. И, кстати, вот новая любовь, я смотрю, у вас грядет. Так, что еще у вас с минуты на минуту проигрывается? Так. Может быть, знаете, сообщение от женщины, женщины, которую вы любили раньше. Но как-то вы, может быть, ее встретите очень так довольно настороженно, агрессивно, да, вот это может быть и бывшая ваша, да, ну, либо же это будет человек, который, ну, женщина, я имею в виду, это будет человек, с которым вы не хотите общаться, по крайней мере. Может быть, вы еще, конечно, с кем-то там поссорились, либо же там у вас какие-то неприятные моменты были. Ну, то есть, может быть, звонок, смс от этого человека. И вы как-то очень так агрессивно, может быть, настороженно, либо же бросите трубку, да, либо не захотите даже вот разговаривать, что-то вам очень сильно не понравится, да, вот, либо же вы вообще не хотите видеть этого человека и слышать, а вам позвонят, да. Так. У вас проигрывается отношение с новой женщиной. Вот у кого сейчас рядом нет женщин, да, вот у кого нет пары. Новые отношения проигрываются. Причем это будут довольно такие, знаете, вот романтичные, очень трепетные. Сначала вот вы, может быть, даже, знаете, вот как, ну вот молодежь, я не знаю, хотя сейчас молодежь с 12 лет уже в койку прыгает. Ну вот у вас такие больше платонические, наверное, будут отношения. Вот трепетность какая-то, вот как, знаете, вот раньше, вот прошлое поколение были, вот за ручку, когда гуляют, когда переписываются, да, это немного странно звучит, но вот как-то у вас так поначалу будет, ну, без интима, я так думаю. Вы постепенно будете к этому идти. Значит, смотрите, у кого сейчас есть женщина, может проигрываться, смотрите, будьте осторожны, кто сейчас в паре, да, либо же там уже на грани. Может проиграться такая ситуация, что либо же очень какой-то серьезный скандал может быть, что женщина может развернуться и уйти. Либо же сказать, что все, до свидания, да, ну то есть может быть серьезная какая-то ссора. Причем ссора из-за денег может быть, либо же из-за материального чего-то. Вот именно вот такие моменты. Это не из-за измены там или еще чего-то. Вот какой-то такой бытовой, может быть, даже скандал денежный, да, что-то там, куда-то, может быть, вы много потратили, либо же не дали денег на что-то, да, ну, в общем-то, из-за денег, из-за чего-то материального может быть довольно серьезный скандал, разрушительный. Это те, кто сейчас еще в отношениях, я подчеркиваю. Те, кто без отношений, я уже сказала, что у вас будут совершенно новые отношения, которые вот даже к свадьбе могут привести, да. Так, смотрим, что еще у вас может проиграться. Какие-то вот поездки могут быть, знаете, либо же командировка, причем непредвиденная. Вас эта ситуация немножко расстроит, но в то же время, знаете, она вам немножечко денежек принесет. Это будут небольшие доходы, но все-таки вы на этой поездке можете как-то подзаработать. Может быть, неплановая какая-то поездка быть. Причем вы можете поехать даже не один, может быть там напарник какой-то, вот с компанией как-то вот, ну, как-то вот вы будете не один там, но денежку вы подзаработаете. Кто задумал начало, допустим, какого-то нового бизнеса, новый проект, вы можете продолжать и дальше, но вам потребуются усилия, чтобы развивать вот свое дело, потому что вы, я так думаю, еще только в самом начале вашего развития стоите, еще особой прибыли у вас нет, да, и могут быть переживания, как будет все дальше. У вас бизнес наладится, но потребуется много времени, сил и средств для того, чтобы его развивать. Так,
Давайте-ка еще двумя глазками глянем, что по здоровью. Ничего ли такого плохого нет. Смотрите, кто работает физически. У кого работа может быть связана, или кто вообще там, может быть, будет таскать какие-то тяжести, да, ну, разные бывают ситуации. Будьте осторожны, чтобы не надорвать спину, потому что могут быть проблемы поясница, спина, ноги, да. Также у кого есть какие-то вот проблемы, ну, знаете, наверное, вот это скорее связано с внутренними органами, там желудок, почки, печень, будьте осторожны. Если у кого есть сильные боли, идите к врачу, потому что если вы запустите, могут делать операцию. Это тоже довольно такой не очень приятный момент. Ну, а в общем-то, больше таких глобальных, очень серьезных проблем я не вижу, да, по здоровью, в принципе, так, более-менее все нормально, да, вот, как говорят, здоровых людей нет, есть недообследованные. Поэтому вот именно внутренние органы, у кого барахлят, обратите внимание, пойдите лучше лишний раз обследуйтесь, да, потому что может действительно дойти до серьезных моментов, если вы вовремя не вылечите. Вот это касается, вот, я говорю, печень, почки, желудок, вот это вот брюшная полость, да. Вот как-то так. Так. Что еще? Удачный ли момент у вас будет? Ну вот я как резюме, да, уже так, по скриптум. Я спросила, вообще удачный ли у вас период будет, и мне сразу падает, да. Вот удачный период будет именно для личной жизни, да, новая любовь, вот даже семейные отношения могут проигрываться. Причем у некоторых может даже проигрываться выбор среди двух женщин. Также может такая ситуация возникнуть, что вам придется выбирать блондинка либо брюнетка. Поэтому вы будете выбирать, с кем вам быть. Ну, это уже такое. Каждый будет слушать свое сердце, свою интуицию. Кто-то логику, конечно, включит, да, ну, потому что все люди разные, всем нравятся разные женщины. Вот. А так, в общем-то, довольно неплохо. Вот единственное, обратите внимание на деньги, да, не транжирьте слишком много, как-то отложите денежку, чтобы вам на все про все хватило. И вот по здоровью обратите внимание, у кого вот эти органы барахлят, как я сказала. Вот. А вот именно для личной жизни должно все быть супер. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!